Добрый день, дорогие рукодельницы! Добро пожаловать на мой канал «Связано с любовью». Сегодня я хочу с вами создать интересную сумку, связанную из полиэфирного шнура толщиной 3 мм. Это плоский шнур. Крючком 4,5. Для работы нам необходимо иметь 7 шестигранников, связанных классическим способом столбиком с накидом. В описании под видео я для вас оставлю ссылку на подробный мастер-класс «Шестигранник крючком из полиэфирного шнура». Я связала шестигранник диаметром 17 сантиметров. А теперь давайте приступим непосредственно к сборке нашей сумки. Оставим в стороне 2 шестигранника, а остальные 5 мы с вами соберем вот в таком порядке. Складываем шестигранники вот так по диагонали 2. И нам необходимо будет с вами соединить их вот таким образом. Для этого мы складываем их с изнаночной стороной друг к другу. И соединять мы начнем с арочки. Заводим крючок за внутреннюю полупетлю арочки. У нас арочка состоит из одной воздушной петли. И с этой стороны точно так же за внутреннюю полупетлю заводим крючок, захватываем рабочую нить и протягиваем через эти 2 петли. Вовнутрь между 2 шестигранниками заводим хвостик и рабочую нить. Мы с вами будем прокладывать своеобразный тамбурный шов, соединять 2 детали. Заводим крючок за полупетлю внутреннюю следующей петли горизонтальной нашего шестигранника. И с этой стороны таким же образом захватываем сверху вниз первую петлю шестигранника с этой стороны. Берем в руку рабочую нить и протягиваем через одну петлю, через вторую и через петлю, которая была на крючке. Подтягиваем хвостик рабочей нашей нити. И продолжаем в этом порядке за внутренние полупетли провязывать соединительный ряд. Столбиком без накида. Но такой ряд называется тамбурный шов. Прокладываем. Нить рабочая у нас внутри. Сверху берем одну полупетлю внутреннюю с одного шестигранника, со второго шестигранника внутреннюю полупетлю и протягиваем рабочую нить через все петли. Одну, вторую петлю и соединяем до конца. Вот в таком порядке. Провяжите ряд до конца, соединяя вот 2 стороны шестигранника. Вот такой ровный, красивый шов у нас получается. Теперь нам необходимо обрезать рабочую нить и с внутренней стороны хорошо спрятать хвостики, закрепить их, опалить, поскольку это полиэфирный шнур. Соединяем мы с вами по очереди все 5 шестигранников и складываем их вот в таком порядке. Мне вот осталось соединить еще один мотив. Провяжите все 5 шестигранников, соединяя их между собой вот таким образом. Вот такая боковая часть сумки у нас с вами получилась. Нам теперь осталось соединить только центральную часть сумки. То есть провязать по прежней схеме за внутренние полупетли, соединяя центральный шестигранник и боковую часть сумки с одной стороны и с другой стороны. Начинаем соединять детали с верхней точки за внутренние полупетли. Провяжите самостоятельно вот до этого места. Место соединения мы с вами провяжем вместе. Связали мы с вами до центральных петель. Провяжем мы их вот в таком порядке. Место соединения. Заводим крючок за внутренние полупетли боковых частей шестигранника. Сверху 1, 2. А вот центральные, арочка центрального шестигранника, мы заведем крючок за обе стеночки петли.
И протягиваем рабочую нить через все петли на крючке. И продолжаем вязать в прежнем порядке. За внутренние полупетли заводим крючок и провязываем столбик без накида. Вот в таком порядке. Провяжите, пожалуйста, этот ряд до конца. Вот таким образом. Вот так выглядит наша сумочка в собранном виде. Аналогично лицевой стороны ввязываем мотив центральный с изнаночной стороны. Точно по такому же принципу. Наша сумочка практически готова. Нам осталось только оформить ручки для нашей сумки. Теперь давайте поговорим о размере данной сумки. Что мы видим на лицевой стороне сумки? Что на нас смотрит? Это один целый шестигранник и два шестигранника, сложенных пополам. То есть еще один шестигранник. Диаметр данной сумочки у меня составляет в самой широкой части 36 сантиметров. Как помните, диаметр одного шестигранника равен 17 сантиметров. 17 плюс 17 будет 34 сантиметра. Но у нас еще и есть обвязочка. Вот она дает нам пару лишних сантиметров. Какой мы можем сделать вывод? Вы для себя можете рассчитать до сантиметра размер будущей вашей сумки. Когда вы свяжете шестигранник для себя нужного вам размера, умножьте его на 2, и вы получите ширину своей сумки по самой широкой ее части. Высота сумочки составляет 25 сантиметров. Конечно, такую сумку можно создать из шестигранников, связанных разным узором. Вот, допустим, если сменить центральный шестигранник на более яркий, то оформить еще ручку в цвет, то будет сумка выглядеть уже совсем по-другому. На этом этапе необходимо сделать еще влажно-тепловую обработку с внутренней стороны сумки. Не заглаживайте боковую часть сумки, только ее центральную часть с обоих сторон. Еще можно связать, безусловно, внутренний кармашек и зафиксировать ее с внутренней стороны сумки. Теперь давайте обсудим вариант ручек. Если вы любите носить сумку в руке, вот эта модель сумочки подразумевает оформление ручек как для ношения в руке, так и на плече. Можно использовать вот такие бамбуковые круглые ручки. Я покажу их, как мы их можем вязать. И сделать застежку вот такого плана. Можно просто на магнитной кнопке, а можно и вот такая магнитная кнопка, но с нахлестом идет. Давайте с вами рассмотрим вариант круглых ручек. С боковой части сумки, вот с боковой части, от центральной арочки отмечаем маркером в одну и в другую сторону одинаковое количество петель. Я, допустим, отметила маркером 4-ю петлю в эту и в эту сторону. И начинаем провязывать столбик без накида через круглую бамбуковую ручку. И таким образом проходим до места соединения. Места соединения шестигранников мы провязываем вот в таком порядке. Провязываем столбик без накида в арочку бокового шестигранника, в центральную петлю соединительного ряда, в следующую арочку уже центрального шестигранника и продолжаем по схеме вязать из петли, каждой петли предыдущего ряда провязываем по одному столбику без накида. В этом случае мы повторяем аналогично первому соединению и провязываем до петли следующей, отмеченной маркером. Далее мы с вами переходим к обвязке вот этой открытой части сумки, оформляем край, провязываем ряд соединительных петель до следующего маркера. Теперь переходим к закреплению второй ручки. Заводим крючок в петлю, отмеченную маркером. Сзади вязания располагаем нашу круглую ручку, нить сзади и под нашей круглой ручкой, заводим крючок,
захватываем рабочую нить, вытягиваем на лицевую сторону и далее через центр уже круглой ручки захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. И продолжаем так в этом порядке. Вот смотрите, крючок заводим под ручку, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на лицевую сторону, а изнутри уже захватываем крючком рабочую нить, провязываем до конца столбик без накида. Вяжем плотно, чтобы ручка у нас располагалась хорошо по отношению к сумке, крепко. Вот в этом порядке провяжите до конца ручку, проходя линии соединений, как я вам уже показала в предыдущей ручке, и вот до отмеченной петли маркером. Далее провяжите ряд соединительных петель, чтобы у нас открытая часть сумочки также была хорошо закреплена. В качестве застежки можно использовать или просто магнитную кнопку пришивную, или вот такую, которая идет нахлест. Что хочется еще отметить. Вход в сумочку вот с такими фиксированными круглыми ручками будет не очень широкий, скажем так. Вот. А теперь давайте поговорим о длинной ручке. Первое, что мы с вами делаем, это обвязываем край сумки рядом соединительных петель, для того, чтобы сделать крепче наш край. При ручке длинной вход в сумку у нас получается гораздо шире. Вариантов длинных ручек может быть много. Во-первых, если не использовать вообще никакой металлической фурнитуры, мы можем набрать небольшое количество петель, которые вы считаете нужным, на ширину ремня, связать его элементарно столбиком без накида или любым другим узором на необходимую длину и закрепить в противоположной стороне. Застежку можно использовать как магнитную кнопку в таком случае. Далее можно использовать в работе и кожаные ремни, съемные ремни. Можно закрепить разъемное кольцо в угловые арочки и к ним закрепить уже кожаный ремень. Далее, как вариант, можно использовать вот такие боковые шлифки. Мы их фиксируем на боковой части вот таким образом сумки, и уже от них мы можем с вами вывязать или из шнура ремень. Аналогом может быть у нас узор гусеничка, шнур связанный также на любую ширину, на 2, на 3 петли, и закрепляется с обратной стороны. Можно связать на карабинах вязаный шнур, также он будет отстегиваться. И можно таким же образом использовать и кожаный ремень, это шлифки на полукольцах. Вот и готова наша сумочка. Расход шнура вот на такой размер сумки составляет всего 420 грамм. Дорогие мои, экспериментируйте, вяжите свою неповторимую сумочку. До новых встреч на канале «Связано с любовью».